Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, давайте узнаем, что же там произойдет в ближайшие дни. И у нас сегодня второй прогноз, цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события, вот именно на ближайшие дни. Ну, где-то будем ориентироваться или оттолкнемся как Таро на неделю. Четких граней, сроков не ставлю, потому что даже судя по вашим комментариям, кто-то пишет, да, это у меня в прошлом. Кто-то пишет, нет, у меня вот тут тянется эта история долгое время, не получается быстро как-то ее разрешить. А кто-то пишет, а у меня вообще ничего не совпало. И так бывает. Поэтому останемся реалистами. А вы как раз реалисты, вы это где-то интеллект. Поэтому, видимо, в наше сложное время без интеллекта никак. Может быть, и есть те вопросы, которые вам как-то хитро-мудро нужно решать. Давайте рассмотрим как альтернативный вариант, что нам подскажут карты. И будем реалистами, да. Но я и должна сказать, что каждый, хоть нас и объединяет один знак зодиака, но когда мы смотрим расклады, все равно ведь каждый думает о чем-то, о своем. Вот давайте узнаем, что же нам карты старинного цыганского пасьянса, который у меня так давно, около 40 лет, что они нам расскажут? Пока не вижу совпадений. Мы можем сложить крайние ряды, сразу скажу. И кто смотрит давно мои прогнозы, уже это знает. И у нас совпадает, смотрите, открытая книга. По пасьянсу прописано значение учреждения. Самые разные. Или это может быть инстанция, чиновники, вы что-то хотите согласовать, учреждение образования, да, тут тоже может такое быть. Может быть и на более мелком каком-то уровне, ну, тоже вам нужно прояснить, как оформить какую-то бумагу, заключить договор. Пусть это будет касаться сама по себе работа, и, может быть, все те события, которые касаются работы, какие-то, ну, соглашения, вам как будто от них не уйти. Может быть, с этим будет сопряжено еще и какое-то ваше решение, мои дорогие. Вот от этого как будто мы не уйдем. Пусть это у нас в первом ряду, да, и пусть и даже в крайних именно получились в позициях эти значения, но тем не менее это как основа всего. Может быть, на ближайшие дни вот желание что-то согласовать, подписать, может быть, и в своем каком-то ключе. Ну, давайте посмотрим, какие наши шансы тогда. Это как задача номер раз, я бы сказала. И пока нам... Я не вижу, чтобы что-то нам дополнили. Может быть, даже какие-то согласования вам, ну, как-то жизненно необходимо. Решить какой-то вопрос вам нужно. А вот смотрите, кот выпадает. Это флирт. Это может быть флирт как и в личной жизни, но вообще-то это еще и хорошее настроение. И у вас выпадает любовь. Тема любви. Флирт, любовь. Может быть, это и поддержка близкого человека, почему нет? Но это может быть еще и новое знакомство для кого-то. Флирт все-таки, да? Но я должна сказать, добрые энергии в вашей жизни точно присутствуют. Ну или хорошее настроение, больше оптимизма. Дополним потом колодой Таро. Знаете, вот не очень много значений. И я тогда должна сказать спокойное течение жизни, когда в этом пасьянсе не складывается вот сразу много чего-то. Значит, в целом фон благоприятный, и нам об этом сказали. Вот этот код находится буквально в центре. А если мы так переложим, к примеру, на китайскую философию даже, да, вот мы же у нас есть расклады на моем канале по китайскому гороскопу, что такое код. Кот всегда падает на 4 лапы. Это умение выйти из любой патовой ситуации, мои дорогие. Может быть, кто-то из вас и столкнется с чем-то подобным. Но значит, у вас, ну, шансы велики для себя сделать что-то. Мы не говорим, что на 100% именно ваша какая-то стратегия, тактика сбудется или желание. Но перспективы, они появятся. Или нейтрализовать какую-то сложную обстановку вы тоже сумеете. Все же кот падает опять же на 4 лапы. Поэтому по какому-то поводу не надо переживать. Вот эти цепи, это не есть какая-то конкретика. Это именно сердечная тяжесть.
Это мы переживаем, что-то пытаемся додумать, обдумать, проанализировать, а получится, не получится. Мои дорогие водолеи, посылайте в пространство, во Вселенную позитивные мысли, и тогда у вас точно все получится. Может быть, вот, кстати, у кого-то действительно необходимо даже какое-то перемирие или примириться с конкретным человеком, или пусть вы совершенно разные, и вы, ну, не воспринимаете никак то, что говорит человек, или ту, ну, его политика, своего рода, его настрой, его принципы. Вы разные просто-напросто. Но все же на самом деле у вас на неделе, может быть, на предстоящие, или где-то вот с ближайших дней вам очень хорошие подсказки дают, ну, как высшие силы. Почему вот я говорю, тут у нас меч еще совпал. Может быть, прежде у вас по какой-то ситуации был конфликт, и этот конфликт с каким-то чиновником высокой инстанции, и вы теперь переживаете, сумеете ли вы договориться. Сумеете, мои дорогие. Вот главное, знаете, настроиться на то, что хоть камни с неба, но я должна получить результат. И, скорее всего, у вас это получится. Причем, смотрите, вам, ну, вот какое-то более дружелюбное поведение или нейтралитет даже какой-то больше помогает, потому что в самом начале вы пока не видите вот эту молнию, а молния – это неожиданное сообщение какое-то, вы пока еще чего-то не знаете, вы не можете что-то просчитать, не все от вас зависит. Поэтому, когда мы в нейтральных позициях, как в нейтральных водах, ну, так тогда у нас больше места для маневра. Оставляйте для себя место для маневра, чтобы в какой-то момент вы могли переиграть себе же со знаком плюс. Пока с вами говорю, смотрю, что у нас еще совпало в крайних рядах, что мы можем с вами соединить. Откровенно говоря, пока не вижу. Но я должна сказать, у вас нет закрытых путей. Это уже хорошо. То есть, как будто, знаете, какая-то ситуация, она явно не новая. Она продолжит развиваться в ближайшие дни. И, может быть, это, знаете, как главная точка отчета. А ведь и правда, смотрите, на дне колоды у нас император. Вам придется с кем-то договариваться. Или сильными мира сего, может быть, ну, я так в общем говорю. То есть это те люди, которые стоят по лестнице иерархии несколько выше или имеют какие-то ресурсы. Может быть, кто-то столкнется с законами, и вы будете изучать, как в отношении вас работают какие-то положения, постановления или законы, или по закону подписывать какую-то бумагу. Самому с императором нужно, но тоже где-то быть гибче. С одной стороны, и это ваша энергия, у вас на кону что-то важное. И часто мы говорим по аркану император, есть два мнения, мое и неправильное. А вот гибкий император, он понимает, что существуют две ипостаси, на которые он не влияет. Людское мнение, или назовите общая температура по больнице, мы на это не влияем. И мы не влияем также на обстоятельства, которые для нас складывают какой-то сюжет. Мы это тоже не можем изменить. Мы можем изменить только свое отношение и к первому, и второму. И вот, может быть, и придется где-то быть таким манипулятором отчасти. Или, по сути дела, если так мы начнем размышлять, то никто не знает, где заканчивается мудрость и начинается хитрость. Ну вот правда. Ведь часто нам жизнь такие сюрпризы преподносит, когда однозначно что-то решить невозможно. Поэтому и для вас какое-то среднее положение нейтральное. Вам сейчас именно о своем счастье, о своем благополучии. Вот как будто нужно отталкиваться от этих вопросов и говорить, а для меня это какой будет прогресс? Или хорошо, а на потом, как эта ситуация отыграется? Или будет это для меня иметь значение, может быть, через полгода, а через год, а через 5 лет. То есть вот немножко видеть на пару шагов вперед. Ладно, давайте с вами спросим, а что ж там за неожиданности ожидают водолеев в ближайшие дни? Что за неожиданности? С чем вы можете столкнуться из разряда того, чего вы не ждете? Радость, мои дорогие. Правда, какой-то вопрос
Вот есть тоже фраза такая «на мази», да, ну вот имеется в виду, что вот что-то продвигается. Пусть это не буквально на 100% так, как вы хотите. Такая холодноватая карта в этой колоде. Она не солнечная, не яркая, но, значит, медленно, но уверенно вы идете к тому, что вы для себя как раз и можете получить какие-то бонусы. Хочется посмотреть, не случайно. Это вам по судьбе. Вам буквально по судьбе. Вот, смотрите, вам высшие силы помогают решить какой-то вопрос. Дайте-ка я... Может быть, это для кого-то из вас. Кстати, вопросы, которые касаются вашего творчества, вашей работы, вашей семьи или где-то связаны с личной жизнью. Тут все вместе, да? Но ведь это по этой карте, когда мы порядок в своей жизни тоже наводим, это все то, о чем я говорила. Королева Пентаклей умеет построить свое благополучие практически с нуля. И даже для тех из вас, для кого действительно вы чувствуете, ну, уже какой-то, ну, окончательной точки достигла ситуация. Или я не знаю, как мне действовать. Действуйте как-то по-другому, альтернативно. У вас даже с нуля сейчас есть возможность отстроить свое благополучие. Или из хаоса создать порядок. Правда, что-то вы будете тут организовывать, но все силы как будто за вас. О, и опять император. Да, не избежать каких-то согласований. Что стоит за этим императором? Правда, как будто был какой-то конфликт, мои дорогие. И вот вас, нравится это нам или нет, на какой-то ситуации патовой, когда все было разрушено по аркану, башня буквально, вас жизнь своего рода такой экзамен устраивает, когда вы должны отстроить вот это благополучие. Если хотите, это ваша миссия. Это как задача жизни, это как задача судьбы или знак судьбы. Вот я бы сказала так, потому что ведь не случайно тут и император, и иерофант. Тут дважды сильные мира сего. Иногда по императору проходят и те люди, у которых, вот я говорю, длинные руки, как сферы влияния. Может быть, и правда вам нужно договориться с высокими чиновниками или по работе какой-то руководитель. Может быть, у кого-то дома такой несговорчивый император. А вы будете вот как королева Пентаклей тогда. Она, это, знаете, как прелюдия императрицы. Она со всеми сумеет договориться. Главное себе не навредить. Ладно, а вот интересно очень для вас. И мне тогда хочется достать карту, к чему все идет. Хотя нам уже тут все показали. Ну, вот видите, карты с вами разговаривают именно так. Смотрите, уже не достаю больше. Тут у каждого будет что-то свое. Хоть в этом триплете, хоть том, который на дне колоды был, да, хоть тот, который опять же выпадает. Это как карты вам хотят вот такой знак судьбы дать. Шестерка пентаклей, помощь высших сил, мы часто говорим. Решение финансовых вопросов, решение вопросов вашего благополучия. Да, вот, наверное, вот эти переживания, какие-то сомнения, вот эти цепи внутренние, карта искаженного восприятия. Это мы как-то искаженно воспринимаем, а у вас на кону благополучие, ваш дом. Может быть, у кого-то и переезды, да, которые последуют, или что-то тут будет явно меняться, мои дорогие. Но на кону это вы сами, ваше счастье, благополучие. Тут можно завершить какую-то ситуацию, я так вижу. Ведь десятка – это все-таки итоговая часть карта. И это вам по судьбе. И быть счастливым, мои дорогие, тут вам о счастье уже не одна карта говорит, свидетельствует. А мы как будто видим что-то искаженно. Давайте узнаем по сферам жизни. Любовь и личная жизнь. Давайте, хотя нам уже все, по-моему, лучшие карты по этой части перевернулись. Ну, какие ваши там задачи? Вот что-то завершается. Отпускайте. Я надеюсь, все правильно понимают, что смерть – это не про смерть. Это завершение какой-то путаницы. Это завершение той ситуации, которая складывалась медленно, но верно. Вот так вот вы шаг за шагом к чему-то шли. И продолжения не будет. Сколько бы мы тут не удерживали что-то, оно все равно завершится. Но, видимо, вот в этот период, что вам говорят карты, Водолей, ты тут можешь быстренько перестроиться, и гляньте, сколько у вас бонусов. А можешь и пойти в разнос, как будто будешь настаивать на своем, тогда приготовься к тому, что, ну, ты вряд ли будешь услышан. Тогда конфронтация создастся такова, что не договориться тут с этими императорами, иерофантами у тебя не получится. Но ты как переходишь на новый жизненный этап. Ведь это карта трансформации.
И, может быть, ваша личная жизнь сейчас тоже трансформируется. Почему нет? Давайте узнаем. Сфера достижений. Да у вас вся жизнь меняется, мои дорогие водолеи. Вы посмотрите. Завершение. Не оглядывайся назад. Тут какая-то перестройка на работе или в ваших достижениях, если по части творчества, да, каких-то важных согласований, юридических оформлений, подписания каких-то документов. Но ведь у вас есть возможность получения новой должности, получения каких-то прибылей тоже по финансам, бонусов, мои дорогие. Но вам для этого нужно что-то перестроить, переиграть. И как в личной жизни, так и в ваших достижениях. А деньги? Хотя по деньгам нам тут тоже сказали. Но вот смотрите, такая очень емкая карта «Мир». Все то, что я говорила, правда, худой мир лучше доброй ссоры. Договариваться придется. В этом ваша, может быть, как знаки судьбы, специфика вашего знака зодиака. Может быть, это ваша миссия. Может быть, это вы, как третейский судьей, выступите в каком-то конфликте. Я такое тоже могу понимать или представлять, да, потому что очень много значений, как в Таро, так и в нашем цыганском старинном пасьянсе, которые уводят именно в сторону каких-то согласований, подписаний важных бумаг, каких-то договоренностей. Ну, понятно, будем реалистами. У каждого в своей какой-то мере. Может быть, для кого-то это сами по себе переговоры, вы приходите к консенсусу, заключаете компромисс. А для кого-то это на бумаге еще нужно изобразить. Для кого-то вопросы, связанные с судом. Почему нет? Но тогда медиаторство, мои дорогие. И это где-то влияет на все сферы жизни. Вот посмотрите, вам тут нужно что-то не разрушить, я бы сказала. Для себя оставлять точно маневр. Что-то перекрутить, переиграть, переиначить. Может быть, даже так поступить, как вы этого, но пока не видите. Поэтому будьте готовы к переменам. Вы именно на пороге между прошлым и будущим. И вы можете испытывать сложные эмоции, потому что прошлое завершается, а будущее еще не родилось. Но, может быть, вот эта молния, да, которая нам выпала в пасьянсе, вот-вот вы на пороге какого-то события или знаменательного, или какого-то известия, и вы в последующем совсем скоро себе в чем-то скажете спасибо, что, может быть, нейтрализовали какую-то конфронтацию, все-таки не одна карта нам об этом, изменили, может быть, какую-то политику, тактику в отношении личной жизни, да, когда тоже не стали настаивать на своем, а услышали другого человека. Вот тут у каждого немножко по-своему, потому что карта говорит, вот посмотрите, итоговая карта «Мир», очень добрая, да, пусть она на деньги, старшие арканы, но ведь, правда, как было прежде, оно в таком контексте не будет, все меняется. И перед вами-то как раз пространство открывает совершенно новые перспективы. Ну, наверное, это как Плутон в вашем знаке зодиака. Именно, может быть, в этот период вас перенастраивает, перенаправляет в будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Я благодарю за ваши искренние комментарии. Я благодарю за вашу спонсорскую поддержку моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.